Те знания, что могут мне пригодиться в обычной жизни, хранятся на поверхности. А вот все остальное глубже. Отец, где ты? О, нет, заткнись, заткнись, заткнись! Возвращайся обратно в глубины моего сознания. Ай-яй-яй, епископ Луки. С каждой серии этого сезона становится ясно: перед нами не просто церковник, перед нами человек, преследующий свои планы. То, что он собирает магические артефакты, а также спокойно разговаривает с адекватными зараженными, не дает усомниться: этот епископ знает многое. А еще, если верить кардиналу, Луки за кучу лет ни капли не изменился. Означает ли это, что мы имеем дело с мироходцем? Я думал, мироходцы здесь только я и GDH. Что ж, давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы нашли сову. Да-да, напомню, наша изначальная задача — найти одну бронзовую сову, через эту сову найти вторую бронзовую сову, таким образом найти епископа Лукия и понять, где он находится. Мы все это сделали, епископ найден, но увидели мы не церковника, который бежит от зараженных, а скорее наоборот, церковника, который разговаривает с адекватными зараженными гнолами. Чего, блин? Напомню, на бронзовой сове висели мощные чары, которые мы смогли пробить, только соединив силы двух лолошек, а также накинув какой-то порошок эльфийки Сайрисы. А еще Беренгария. Вообще, меня в этой истории смущает маленькая деталь. Кардинал сказал: епископ за кучу лет ни капли не изменился. Ну, наверняка первая догадка — епископ мироходец. Но даже если он мироходец, то зачем ему это? Появляется вторая догадка. Вполне возможно, он хочет стать первым мироходцем в мультивселенной, кто заразился очищением. Понимаете, какая это сила? То есть, если он станет прародителем этого заражения по всем мирам, то епископу не будет равных. Но все это работает при условии, что епископ не станет тупым зараженным зомби, а сохранит рассудок. А вообще, кстати, все это, вся моя догадка, может оказаться полным говном, потому что епископ тупо не мироходец. Конец. Поэтому никогда меня не слушайте. Я просто несу бред. Давайте просто идти по тому, что имеем, и, например, проведаем Невера. Эй, Невер, привет. Поговорить? Невер? Оставь меня, юродивый! Эй, да неужели ты все еще злишься из-за Балсмага? Невер, я же... О, господи. Кар! Стоп, Ророжка, стоп! Ты слишком много общаешься с Джоном! Что? Почему ты так говоришь? Потому что ты начинаешь предполагать, что лучше знаешь что-то про других. Ой, да ладно тебе, Невер, я же... Уйди, пожалуйста, уйди. Вот тебе и диалог с Невером. Не, ну я помню, что он злится из-за того, что Марка нет, и на его место встал Балсмаг. А, ну кстати, тут даже выбор есть. Объяснить, что Балсмаг никогда не заменит Марка. Сказать Неверу, что он надоел всем портить настроение, или молча уйти. Но он меня попросил уйти, поэтому... Объяснить, что Балсмаг никогда не заменит Марка. Эй, Невер, послушай. Я понимаю, насколько важен для тебя стал Марк. Тебе сложно привыкать к переменам, а... На этих островках они происходят постоянно. Марк был первым, кто поселился здесь после нас с тобой. Тебе должно быть очень сложно, что его больше здесь нет, но... Я знаю, что тебя сейчас раздражает, что какой-то наглый орк ходит по его дому, и... Знаешь, мне было так больно, когда я увидел огонь в печи рядом с его домом. Первая мысль, что пронеслась у меня в голове: Марк опять что-то кует. Я это к тому, что я тоже очень по нему скучаю, и я не пытаюсь его заменить. Пойми, Балсмагу была нужна наша помощь. Здесь он в безопасности, понимаешь? Он здесь не как новый кузнец, а как тот, кто нуждается в спокойствии и укрытии. Ладно. Невер? А зачем ты тогда притащил сюда реликвию совы, а? Эта дурацкая безделушка вызывает у меня головную боль. Совы мерзкий народ, мерзкий. Ну прям таки мерзкий. Знаешь, мне так не показалось. Да, конечно. Не дай им запудрить тебе мозги, Ророжка. Эти ночные пташки пойдут на все для достижения своих целей. Тот, кто встанет на их пути, превращается в добычу, как полевая мышь.
Мораль? Да нет никакой морали. Об этом слове совы и вовсе не слышали. Справедливость для них работает только в их сторону. Как же мне плохо, черт возьми, как же плохо. Мерзкий орк, мерзкий артефакт. Может быть, вы сразу бы притащили сюда сову, а? Вообще-то я... Хотя ладно, пожалуй, не буду рассказывать, что я предлагал Фалктре укрыться в этом сне. Невер, знаешь, я вот подумал, возможно, ты прав. Балсмогу здесь не место. Я прогоню его. Что? Почему тут резко реально появляются такие выборы? Эй, Невер, подожди. Артефакт действительно на тебя как-то действует? Невер, а можешь рассказать про сов? Почему ты их ненавидишь? Подожди, а на него реально действует артефакт? Давай узнаем. Ты что, думаешь, я вру, что ли? Да нет. Просто у тебя слишком часто болит голова, и... Откуда ты знаешь, что сейчас именно от артефакта? Совиные артефакты сильнее всего действуют на птиц. Не спрашивай меня, откуда я это знаю, не спрашивай. Ты не хочешь этого знать. Ну ладно, хорошо, Невер. Прости, что потревожил тебя. И еще, Ророшка, пожалуйста, пойми. Прекрати пытаться всех спасти. У тебя не получится. Я знаю, Невер, но я не перестану пытаться. Вот так вот. Ну, по крайней мере, торговать мы все еще можем. Так, подожди, в итоге, что еще раз он сказал? Совиные артефакты сильнее всего действуют на птиц. А откуда мне это было знать? Почему ты этого сразу не сказал, а? Вообще, бронзовой совой мы уже воспользовались, поэтому, наверное, она нам не понадобится. Опа, Джон, привет. Как успехи? Лолошка, конкретнее. Ну, я не знаю, над чем именно ты работал. Могу только предполагать, что это связано как-то с Лукием и с совиным артефактом. Пока что это наша самая большая зацепка. И вот в этом ты прав. Лолошка, вот скажи, как ты думаешь, найдется в этом мире электроэнцефалограф? Да, что, Джон, ты опять с артефактом баловался? Он плохо на тебя влияет. Трава. То есть, значит, даже наш бесконечный оптимист считает, что все без шансов, да? Да нет, просто зачем тебе понадобился электроэнцефалограф? Ой, Лолошка, каким прекрасным ты бы мог стать ученым, если бы задавал вопросы, а потом сам начинал искать на них ответы. Ладно, ничего. Я помогу слабенькой версии меня приблизиться к моему величию. Давай начнем с простого. Для чего нужен электроэнцефалограф? С простого? Ты серьезно? Ну, там, наверное, что-то про мозг, про сканирование, ну, в общем, что-то такое. Что-то про мозг это у тебя в голове. Электроэнцефалография позволяет выявить функциональное состояние серого вещества, Лолошка. А если же быть таким умным и крутым ученым, как я, немного поиграть с полярностями, а также настроить прибор не на считывание, а на усиление мозговой активности, то... Эй, Джон, прости, но знаешь, все эти разговоры про электроэнцефалографы в средневековом мире у меня вызывают жесткое дежавю. О, я-то понял, почему дежавю. В сезоне «Голос времени» у нас был персонаж ученый, его звали Седрик. И он тоже придумал что-то подобное, нацепить какую-то шапку на голову, и эта шапка усиливает силы мироходца. На самом деле прикольно, что вот эти лорные моменты из сезона в сезон перетекают. То есть самое главное, что про вот эти тонкости не забывается. За это респект. Так, короче, продолжай. Лолошка, я уверен, что нам вчера не показалось, и Луки действительно мог нас увидеть. Не вчера, а раз назад, Джон. Ай, господи, да не занудствуй. Короче, нужные металлы здесь есть. Мы можем попробовать сделать кустарный образец, Стой, но... подожди, Джон, а зачем тебе это? Зачем тебе тратить время на электроэнцефалограф? Объясни мне. И только прошу, не нужно делать вид, что это даже идиоту должно быть понятно. Нет, ну ладно, тут ты прав. Проследить логическую цепочку было бы сложно, без моих водных. Короче, поскольку Луки нас заметил и почувствовал, наши проекции явно были осязаемыми. А это означает, что при должной силе мы можем переместиться к нему целиком. Как мы перемещаемся сюда. Я понял. То есть ты хочешь использовать электроэнцефалограф, чтобы переместиться к Лукию? Угу, браво, Лолошка. У тебя великолепно получилось повторить то, что я только что сказал. Ой, Джон, прошу тебя, оставь свой сарказм, а?
Просто скажи, как ты собрался здесь изобретать электроэнцефалограф? Да мне не нужно его изобретать. Ведь я уже знаю, как аппарат устроен. А, то есть ты хочешь сказать, что помнишь все чертежи? Нет, не совсем. Все в моей голове, Лолошка, знаешь ли, хранится определенным иерархическим систематизированным образом. С такой-то феноменальной памятью, как у меня, по-другому невозможно. Те знания, что могут мне пригодиться в обычной жизни, хранятся на поверхности. А вот все остальное глубже. И чем более бесполезная информация, тем глубже она закопана в моей памяти. Я не могу просто взять и вынуть нужное. Вот, допустим, как думаешь, насколько глубоко будет закопана информация, которую я получил на курсах «Нейрофизиологические методы диагностики в неонатологии», на которые пошел, чтобы понять, что замышляют младенцы? Что ты... Да, вот именно, ничего они не замышляют. Это был мрачный период моей жизни. Я очень мало спал. Оу, мало спать звучит не очень. Да. Зато теперь я знаю, как устроен электроэнцефалограф. Окей, Только я все равно не очень понимаю, как возможно извлечь что-то из своей памяти. Это... Ах, не заморачивайся, Лолошка. Все равно не поймешь. Это только увидеть можно. А показывать, само собой, не буду. Эй, стой, Джон, ты куда? Ну, к себе, как обычно. Что? Так, подожди, он реально сейчас будет рыться в своей памяти? Это что, какие-то чертоги разума? Так, в итоге он, кстати, не исчезает. Вполне возможно, что реально где-то там засядет и что-то будет делать. Ну а погоди, а что мне мешает просто взять и пойти за ним? Так, побежал он, по идее, направо. Джон? Эй, Джон, подожди, у меня выносливость заканчивается. О, стоп, что, я могу реально поговорить? Эй, серьезно? Ты спать укладываешься? Абсолютно серьезно, ведь за умственную работу полагается отдых. Иди, Лолошка, не мешай. Блин. Реально ложится. А если я лягу рядом? Господи, я действительно могу это сделать. Так, но в итоге... Нет, поговорить мы больше не можем. И, по всей видимости, он какие-то чертоги разума подключает. Иногда я совершенно его не понимаю. О, поверь, мы все тут такие. Прямо сейчас самое главное, что нужно понять... Что происходит? О, да ладно! Я играю за GDH! То есть мы это все-таки увидим как зритель? Ё-моё! Ты погляди, он прям реально призрак. Тут тоже призрак. Это что, твои чертоги разума? Вот это действительно было необычно. Я прям не ожидал такого. Да, в сравнении с островом Лолошки здесь и правда мрачновато. Да, думаешь? Так, и куда же мне? Ладно, стоит признать, что в эргономике я не шибко силен. Хотя сенсомоторная пространственная компоновка — это почти практично. Особенно с использованием мнемоники. Да, точно, с использованием мнемоники. Батюшки, а у тебя тут в твоем, в голове, короче, твоей есть какие-то хорроры? Не хочется хорроры, честно говоря. Уж больно тут мрачно. Так. Ой, что это? Погоди. О! Свиток заклинания, ледяной кинжал? Ай, ну почему мои сны не могут быть прекрасными замками, пони и феями? Да даже такая тошнотворная розово-сопливая мерзость была бы лучше, чем этот бесконечный лабиринт. Ага. Так, подожди, а в итоге свиток заклинания ледяной кинжал материализует ледяной кинжал и бросает его во врагов. Есть шанс пронзить жизненно важные органы и мгновенно убить цель. Так, а мне можно его использовать, типа? Да, изучено новое заклинание, окей. Так, ладненько, надо сосредоточиться. Соберись, Джон. Электроэнцефалограф. Регулирование электрических сигналов в проводящих путях. Межпространственные перемещения через самопроецирование. И... Подожди, я не могу пройти сюда. Что? Мне, наверное, вот сюда сначала нужно, я понял. Это еще что за... Что это? Какое-то из моих воспоминаний? Но я не вызывал его. Ну ничего, сейчас разберемся. Отец, это ты? Что? Какой еще к черту отец? Ну нет, пожалуйста, только не опять. Мне сейчас не до этого. Надо заставить его заткнуться. Подожди, отец?
В каком плане отец? Типа, твой отец имеешь в виду? Я вообще иногда даже не понимаю, куда мне нужно... Отец, где ты? О, нет, Отец! заткнись, заткнись, Отец! заткнись! Возвращайся обратно в глубины моего сознания. Вот зачем ты оттуда вышел, когда тебя не просили? Подожди, а что это за воспоминание? Эй! Папа, прошу! Папа, пожалуйста, Папочка! папа, играй со мной. Где ты, папа? Папа! Замолчи! Замолчи! Оу-оу-оу-оу-оу. Папочка! Это не электроэнцефалограф, да? Отец, ты опять занят? Я обещаю, я не буду тебе мешать. Папа, прошу, я хочу помочь тебе. Черт, я не могу понять. Я не выглядел так в детстве. Тут что-то явно не так. А, то есть это действительно его воспоминания, и это его слова. Я хочу помочь. Папа, пожалуйста. Что за... Какой еще помочь? Простите? Нет, 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 стоп, это точно не мое. Папа. Прикоснуться. Это заражение. Ну что опять? Кто разрешил тебе прийти сюда? О, черт. Сколько раз я должен повторить, чтобы ты не приходил сюда и не отвлекал меня, когда я работаю? Какого... Ты такой же, как и твоя мать. О! В своем доме я буду говорить о том, о чем захочу, ясно тебе? Папа, когда последний раз спал? Тебе нужно отдохнуть, папа. Отдохнуть? А кто же будет заниматься исследованиями? Я близок к разгадке. Пожалуйста. Обалдеть. Что, черт возьми, это было? Как это смогло пробраться в мою голову? И почему у меня такое чувство, что лексическая и интонационная эмфаза на слове «отец» тут не просто так? Ага. То есть ты хочешь сказать, что это какие-то фейковые воспоминания? Или это гипертрофированные воспоминания из твоего прошлого? Кстати, мне показалось, или его лицо сначала было покрыто искаженным проксом? Может быть, просто мне впервые за сотни лет снится настоящий сон? Неужели из-за постепенного сращивания с ложкой я утратил полный контроль над своим подсознательным? И теперь моей психике нужна защита от психических и соматических раздражителей? Как бы я хотел, чтобы это все просто был сон. И уж точно не вторжение неизвестных в мое сонное пространство. Это оказывается очень неприятное чувство. Даже стыдно, что подверг этому ложку. Я понял. Он снова говорит про голос времени. Тут надо на самом деле сейчас соединить информацию из двух сезонов сразу. В сезоне «Последняя реальность», когда я за ложку разговаривал с голограммой GDH, он говорил про то, что сны — это нечто осязаемое, и в сны можно пробраться. Ну, в целом, в этом сезоне мы и так это уже поняли. Но еще тогда, в сезоне «Последняя реальность», мы могли это понять, потому что Джон говорил про меч. Типа, меч путешественника Джон еще в сезоне «Голос времени» подарил ложке. Ну, или не подарил, а дал на временное пользование. И тут Джон, получается, говорит сейчас именно про то, что он постоянно подвергал ложку врывами в его сны, в его, как бы, ну, пространство, и впервые сейчас ощутил то же самое. И все это связано с тем, что из-за того, что он сращивается с ложкой, он теряет полный контроль над своим подсознательным. А это значит, он теряет защиту. Ну, типа, GDH до этого был такой, на все пофигистичный, можно так сказать, да? А из-за того, что Джон это теперь не просто Джон, а скорее Джоноложка, на него воздействуют вот такие вот сны. Штуковины. Только вот он называет это вторжение неизвестных в мое сонное пространство. А вообще, я все-таки напомню, нам нужен этот электроэнцефалограф. Электроэнцефалограф, где мне тебя, черт возьми, искать? Так, здесь я, по-моему... Папа. Не был. Папа. Там стоит кто-то. А, это новый... Ты ребенок, ты ничего не понимаешь. Да, отец. Когда же ты уже поймешь? Все, что я делаю для нас. Для нашей семьи! А ты постоянно путаешься под ногами! Прости. Как же много слов отец. Так, куда? А, вот еще. Прошу. Ну-ка. О, я же говорил! Можешь же быть способным, когда хочешь!
Но я знаю, что ты можешь лучше. Да, отец, я правда хочу тебе помогать. Молодец, сынок, молодец. Когда я вырасту, я буду таким же, как ты. Самым умным. О, вы поглядите на это, просто семейная идиллия. Так, ладно, мы выяснили, что это точно не мои искаженные воспоминания. А значит, кто-то действительно сумел пробраться в мою голову. А, то есть это реально твои Неужели мне теперь специально будут засорять все этими отрывками? Мне больше нравится думать, что этот неизвестный пытается помочь мне. Что я должен понять этими отрывками? Что? А, черт! Блин, мне, знаете, мне на секунду, короче, показалось, что это все-таки его воспоминания, и это он в роли сына, ну или там в роли отца, да? Но нет, получается, это все-таки какие-то искаженные, чужие воспоминания, те, которые заложили ему в голову. Проще будет сказать фейк. Только куда мне в итоге идти-то? Давайте, наверное, сюда. Все время шли направо и пойдем дальше направо. О, кто это? Ты ведь прекрасно знаешь, для чего мы это делаем. Ты должен понимать, ради чего я иду на такие жертвы. Но, отец, это звучит... Да неважно, как это звучит. Ты же знаешь, отец всегда прав. Луки, копье готово? Опа! А вот, видимо, и гвоздь нашей программы. Да, господин, мы можем начинать. О, как же долго я ждал этого дня. Да свершится благо. Да не спадет оно на наши земли. Ха-ха. Да, как же мы влипли. Если я правильно понял все то, что только что увидел, передо мной действительно был тот самый отец, и с ним разговаривал тот самый Луки. Только эти... Подожди, получается, все эти события происходили очень давно. Во времена, когда появились самые первые носители вспышки. Но как мог Луки жить уже тогда? Он же не мог быть мироходцем. Сколько миллионов лет ему должно быть в таком случае? И это что, получается, я собирался побеждать его внезапным нападением? Да этот враг будет пострашнее любого, с кем я сталкивался раньше. И какой-то электроэнцефалограф в такой борьбе мне точно не поможет. Так, ладно, пора вставать, кажется. Черт. Голова раскалывается, а тело так и не отдохнуло. Предпочитаю сны без сновидений. Прекрасно понимаю, почему кардинал так сильно хотел обратно. Стоп! Точно, кардинал! Чувствую я, он не все рассказал нам про Луки. Ой, не все. Надо бы разузнать у этой пустоголовой птицы про епископа поподробнее. Какие церковные реликвии пропадали, какие инквизиторы были найдены зараженными, какие артефакты Луки искал для нужд церкви, и что это были за нужды. Да, надо все выяснить. О-хо-хо-хо-хо! Обалдеть, сколько информации! Я прям реально в шоке. Получается, мы прямо сейчас видели воспоминания за миллионы лет до появления мироходцев. Получается, все эти события происходили давно, во времена, когда появились самые первые носители вспышки. Как мог Луки жить уже тогда? И сколько миллионов лет ему должно быть в таком случае? Это... Вау! Блин, на самом деле, я прям реально теперь хочу узнать. Просто представьте, что мы сейчас видели реально времена до мироходцев. Ну, может быть, кстати, Луки один из самых-самых первых мироходцев. То есть, получается, отец может быть действительно прародитель мироходцев, и Луки один из самых первых. Ладно, на самом деле все то, что я сейчас говорю, это опять же догадки. Они могут быть как пустыми, так и не бесполезными. Поэтому давайте просто будем думать, что, ну, наверное, мы где-то на грани с истиной. Интересно, в итоге, что у нас с Альфредом? Ничего. На всякий случай проверим, что у нас здесь. Hello? Кто-нибудь есть? Никого. О! Я вижу ложку. Сейчас, все, я понял, куда идти. Фу, блин, ну какая же лорная история. Мне так нравится, как раскрывается лор, при этом не забывая про предыдущие сезоны. И это круто. Так, ладно. Привет. Ты серьезно? Ты надо мной издеваешься? Я только недавно заполосил 5000 спарков. А ты еще требуешь? Да ты же почти ничего не успел сделать за это время. Ну, я орк простой. Нужна моя помощь, плати. Мое время не бесплатное. А находясь здесь, я еще и трачу это время. О, это же так. Что тут у нас происходит?
Да кое-кто совсем путает границы дозволенного, Джон. Типа кузнец по подписке? Чё? Подписки? Забей. Ты все равно не поймешь. Конечно, не поймет, Джон. Это не совсем в духе нашего текущего пространственного сеттинга. Чё? Ладно, я не могу, я устал. Стой, оплата! Чё, как... Блин, ты чё, серьезно сейчас? Ну тогда ты плати! Чего? А я за что? Я-то от тебя вообще ничего не требую. Разбирайся сам с ложкой. Ну ладно. Охренеть. Реально, орк по подписке. Слушайте, у меня на самом деле складывается ощущение, что не надо было его здесь оставлять. С другой стороны, вообще-то, если так подумать, мы купили броню, а броня нам явно пригодится. Кстати, Лолошка не в броне. Привет. Чего приуныл-то? Я не хочу становиться таким, как ты, Джон. Меня все это невероятно злит. Постоянно. Меня вечно фрустрирует тупость окружающих. Сдерживать себя становится очень тяжело, Джон. Эти изменения пугают меня. Ну, знаешь, это не так и плохо. Когда наши дороги разойдутся, при тебе останется умение не думать о тех, кто твоих ресурсов недостоин. Чё думаешь? Считай, что ты просто учишься отстаивать свои границы. Знаешь, отстаивать свои границы и быть невероятным токсиком — это немного разные вещи. Эй, ну ты чего? Совсем меня бесчувственным считаешь, да? Ну... Погоди. Подожди, реально считаешь? Ладно, я шучу. Тогда сначала научись шутить, будь добр. Понятно. Как там поиски электроэнцефалографа? О, кстати, как раз об этом. Я не думаю, что эта штука нам поможет. То есть ты не нашел его? Наш великий гений не смог разобраться в собственном сознании, да? Воу, полегче. Я думал, ты только что гиперболизировал про фрустрацию и злость. Че с тобой? Прости. Я просто... Я полагаюсь на тебя, Джон. Когда я не знаю, как действовать, я вечно полагаюсь только на тебя. А сейчас я разочарован. Ты просто взял и решил поменять планы. Вообще-то я кое-что увидел во сне, Лолошка. Увидел. Так. И мы можем рассказать, да? Так, ничего не рассказывать, но это бред полнейший. Рассказать только про Лукия. Рассказать и про отца, и про Лукия, очевидно. Я увидел отца. Подожди, чего? Да, именно его. Вообще, если честно, из-за снижения моих когнитивных способностей в силу некоторых пертурбаций, Джон, если ты сейчас о том, что ты из-за меня тупеешь, то ты это все-таки брось, а? Поверь, я просто констатирую факты. Короче, проще говоря, я сам не до конца разобрался. Ладно. Продолжай, в каком смысле ты видел отца? Ну, просто видел, хорошо? Он, кстати, эльф, оказывается, что многое объясняет. С ним был ребенок, его сын. Они обсуждали исследования и их важность. И как сын хотел быть похожим на отца. А еще с ним был Лукий. Подожди. Какого... Лукий? Епископ Лукий? Да, тот самый. На тот момент далеко не епископ, кстати. А вообще он действительно не так прост, как нам казалось изначально, Лолошка. Мы не можем просто так заявиться к гнолам и потребовать у Лукия ответы. Ну, знаешь ли, я это не совсем планировал делать, поэтому... Да, это все не суть. Он опасен, Лолошка. Лукий опасен. Он связан с отцом напрямую. Так, ну тогда, значит, мы должны найти Лукия как можно скорее и разобраться с ним. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что нам нельзя спешить. Да, но ты же сам говорил, что у нас мало времени. Я считаю, что в таком случае риск более чем оправдан. Оправдан. Если ты горишь желанием умереть, то пожалуйста. В мои планы это точно не входит. Ну а что? Ну что тогда входит, Джон? Давай, соберись, ты же у нас голова. Где твой вечно крутой план? Каковы наши следующие действия? Сидеть здесь и дрожать от страха, что ли? Так, Лолошка, заткнись. Мой план просто не умереть по причине твоей безрассудности. О, понятно, ты просто испугался. Чего? Ты сейчас... Да, ты правильно услышал, ты испугался. Джон Дэйви Харрис, образец гениальности и яркого ума, испугался священника. Послушай, я не испугался. Да. Ничего плохого в страхе нет, Джон. Главное признаться в этом самому себе. Я тебе еще раз говорю, это не страх. Это рационализм. Нельзя соваться в логово врага неподготовленным.
Особенно зная, что враг сильнее. Намного сильнее, Лолошка, блин. Да, испугался ты все. Заткнись, замолчи уже. Что, хочешь план, да? А, вот тебе план. Мы вернемся к кардиналу и снова допросим его. Сейчас мы лучше знаем, какие вопросы задавать. Нам нужно преимущество. Любая информация о его болевых точках, понимаешь? Все, что мы можем использовать против него, против Лукия. Вообще-то мы можем использовать против него наше оружие. То самое, которое тебе Балсмак скует, да? Слушай, Скажи честно, у тебя совсем нет инстинкта самосохранения, да? Вообще-то, если ты не знал, у людей в целом нет инстинктов. Поверить не могу. Ты используешь мои же приемы против меня. Ладно, я утомился. Без тебя добраться до Луки я все равно не смогу. Если ты хочешь потратить время впустую, то так тому и быть, Джон. Но я все равно надеюсь, что твой знаменитый гений пересилит твой страх. Вот так вот-то. Вообще, знаете, у меня ощущение, что в моменте Лолошка хотел взять Джона скорее, знаете, на понт. И у меня, знаете, также складывается до сих пор ощущение, что это, опять же, был скорее понт. Типа, да, ты испугался, бу-бу-бу. Учитывая, что Джон стал примерно похожим на меня, и мы уже скорее стали два Джона Ложки. Блин, я каждый раз, когда это произношу, мне так странно это произносить. Короче, из-за того, что Лолошка лучше понимает Джона, а Джон лучше понимает Лолошку, из-за того, что, опять же, это два, по сути, сейчас одинаковых персонажа, почти, то вот так вот они могут друг на друга надавливать. На самом деле, что бы кому ни казалось, но здесь правы оба. Лолошка понимает, что времени действительно мало, и его действительно заботит то, что... Он не хочет становиться Джоном, но он это прям открыто сказал. Плюс они оба боятся, что рано или поздно их сплющат в одного персонажа. То есть это катастрофа для них обоих. Короче, рационально помыслив, я понимаю, что правы оба, но в то же время, а что делать-то? Ну то есть мы явно не можем просто пойти и подраться. Как говорится, будем думать, догадать, как бы сказку разгадать. Но я точно могу занести эту серию в топ своих серий, потому что лорная составляющая — бомба. Надеюсь, вам тоже понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Как говорится, дальше больше. И я очень надеюсь, что когда вы слышите это, вы не пропускаете это мимо ушей. Вообще, я понимаю, что пропускаете, скорее всего. Большинство пропускает. Но на какой-то маленький процент людей это все равно, может быть, даже воздействует. Пожалуйста. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Джон, который очень много узнал про отца и Лукия. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.